Нима собирался поступить в эту волшебную академию, но его жизнь резко изменилась, когда на его деревню напали чудовища, и он обнаружил, что обладает силой наследия. Он поступил в академию и стал одним из 7 рыцарей, чтобы сражаться с монстрами и спасать мир. Президент академии и глава 7 рыцарей отправились спасать деревни, на которые напали чудовища, и искать новых учеников для академии. Президент Фарьё приезжает в один из городов, но находит его опустевшим и разрушенным. Она сожалеет, что не смогла спасти город и его жителей. С грустью в голосе она поет песню в знак соболезнования. Ее помощница Эллен сообщает, что выживших нет. Они покидают город и садятся на поезд, надеясь спасти хотя бы следующую деревню. Эллен замечает в окне другую деревню, объятую пламенем и погруженную в хаос. Они решают отправиться туда, чтобы защитить жителей и, возможно, найти нового кандидата в академию. Там они находят Нима, который стал свидетелем ужасной сцены. Монстры-людоеды, называемые физисами, опустошают его деревню, пожирая людей. Он видит, как монстры размножаются, пожирая жителей деревни. В отчаянной попытке спастись он бежит на станцию и прячется там, ожидая поезд, чтобы уехать из деревни. Но, к несчастью для него, вместо поезда появляются монстры. Он пытается убежать, но физисы быстро окружают его. Внезапно на станцию прибывает поезд, и в последний момент появляется Фурия. Она выпускает голубую молнию и бросается в бой, атакуя монстров. Она отталкивает Нему, спасая ему жизнь, когда тот вот-вот должен был погибнуть от рук физика. Она продолжает атаковать молниями, но вскоре понимает, что одной магии недостаточно, чтобы справиться с этими существами. Она использует свою магическую силу и превращается в рыцаря по имени Юномия. С новой силой она атакует монстра мощными голубыми молниями, снова спасая Нему от физика. Она подходит к нему и, увидев его форму, спрашивает, не учится ли он в Академии Гранд Сид. Он подтверждает, что это так, и она представляется, говоря, что рада, что спасла его. Она забирает его с собой, и они садятся в поезд и уезжают из деревни. В поезде она угощает его кофе и закусками. Она рассказывает ему, что 5 других деревень были поглощены тьмой из-за физика. Он спрашивает ее о силе Гранзи, и она рассказывает ему о своем герое Юномии, который противостоял последователям бога разрушения и в итоге спас мир во времена Великой Тьмы. Она говорит, что герои были избраны богом, чтобы защищать мир, и что такие преемники, как они, будут обладать силой этих героев. Она подчеркивает, что они, как студенты Академии Гранд Сид, обязаны защищать мир от тех, кто хочет распространить зло. Их разговор внезапно прерывается, когда мутировавший физик нападает на поезд, и тот падает. Немо находит раненую Ферию и понимает, что она превратилась в своего героя, чтобы спасти его. Несмотря на раны, Ферия встает, готовая сразиться с монстром. Она говорит, что существо атакует ее молнией, но она не может ничего сделать. Она решает пожертвовать собой, создав защитный барьер, и просит Немо забрать Эллен и сбежать. Но Немо отказывается оставлять ее одну, и вдруг его карта с семенами начинает светиться, к его большому удивлению. Он прикасается к ней, и его переносит в мистический сад, где он слышит голос богини по имени Церера. Богиня спрашивает его, чего он хочет, и Немо искренне желает получить силу, чтобы защитить Ферию, даже пообещав отдать за нее свою жизнь. Богиня исполняет его желание, и его карта снова светится фиолетовым. Внезапно перед ним появляется таинственная фигура, которая признает, что в душе Немо есть свет. Немо получает силу преемственности, и эта таинственная фигура оказывается его героем. Немо возвращается на место сражения и видит, как Физия разрушает барьер Фурии. С новой решимостью и силой он спасает ее, превращая свою руку в магический меч. Она потрясена, когда видит это, и перед ней появляется ее герой Аномия и просит довериться Немо. Он продолжает атаковать монстра своим магическим мечом, и монстров становится все больше. С огромной решимостью он уничтожает монстров, а Фария стоит рядом и смотрит на него с восхищением. Он берет ее оружие, которое монстр бросил раньше, и отдает ей. Вместе они яростно сражаются с монстрами. Он ловит монстра, превращая свою руку в цепь, и удерживает его на месте, давая Фарии возможность использовать свою мощную молниеносную атаку и прикончить монстра. На следующий день она приводит его в Академию Гранд Сид в сопровождении Эллен, которая уходит, чтобы заняться какими-то бумагами. Нино спрашивает об этом, и Фария объясняет, что документы нужны для сломанного поезда, из-за чего он сразу чувствует себя виноватым. Но она строго говорит ему, что его жизнь важнее поезда. В этот момент прибегает парень по имени Джу, таща за собой огромную тележку. Она спрашивает его, что в тележке, и Джу объясняет, что там дракон, которого он победил. Немо выглядит растерянным, и Фария представляет ему Джу как преемника героя горячего льда, который гордо заявляет, что он самый сильный из 7 рыцарей.
Позже она собирает студенческий совет, чтобы представить им Немо. Она удивляет членов совета, объявляя, что он новый член Семи рыцарей. Его вступление в их ряды вызывает скептицизм, и другие члены Семи рыцарей высказывают свои опасения. Но Фария поддерживает его, рассказывая, как он связался с героем, который спас ей жизнь. Она говорит им, что Юномия велела ей доверять ему. Их впечатляют невероятные способности Немо, которые проявились без какой-либо подготовки, и они соглашаются принять его в Семь рыцарей. Фария предлагает Джу взять Немо под свое крыло и показать ему академию. Они начинают, и Джу показывает ему статую бывшего рыцаря, объясняя, что они наследуют свои силы от этих героев и должны использовать их, чтобы спасать людей от фисисов. Немо грустит и спрашивает, кого они будут защищать, если пожертвуют своими жизнями. Но прежде чем разговор становится слишком философским и депрессивным, их прерывает девушка. Она представляется как София, библиотекарь, и рассказывает Немо об истории академии. Она говорит, что в библиотеке хранятся воспоминания о прошлых героях, и что студенты заключают контракты с карточками героев после тщательной подготовки. Она объясняет, что его случайное обретение силы делает его исключением. Затем София поворачивается к Джу и хвалит его за то, что он победил дракона, и уходит. После этого Джу проводит его в столовую и другие места. Когда день подходит к концу, Джу показывает Немо его комнату в общежитии и уходит. Немо ждет неожиданный сюрприз, когда он открывает дверь и видит Фурию. Она говорит ему, что он будет жить в общежитии президента вместе с ней и Эллен. Немо глубоко тронут и благодарен ей за предложение. На следующий день Немо начинает учиться в академии. На одном из уроков он узнает об истории Семи рыцарей и о том, как они сражались со злым богом Нестрой, защищая этот мир. После урока он встречает одного из нынешних Семи рыцарей, эльфа по имени Гаррет, который дает ему зелье и просит отнести его в алхимическую лабораторию. Немо берет зелье и отправляется выполнять задание как послушная собака. Он отдает зелье одной из студенток-алхимиков, которая говорит ему, что это эликсир эльфов. Затем приходит Джу и насмехается над ним, называя его иранским мальчишкой, но вдруг они слышат шум сверху и выходят на улицу, чтобы посмотреть, что происходит. Они обнаруживают, что дракон, которого победил Джу, вырвался из ледяного плена и собирается напасть на Софию. Джу немедленно бросается в бой, чтобы снова победить дракона. Он использует свою способность и превращается в героя, чтобы сразиться с драконом. Немо должен отвести Софию и остальных в безопасное место, пока Джу продолжает сражаться с драконом. Он использует свой ледяной клинок и атакует дракона, разрубая его пополам, но, к его удивлению, дракон выживает и превращается в двухголового. Появляется герой Джу и говорит, что дракон превратился из-за физиса и стал намного сильнее, чем раньше. Дракон начинает атаковать Джу мощными лучами, и ему едва удается уклоняться от них. В этот момент появляется Немо и присоединяется к нему. Джу говорит ему, чтобы он позвал президента, а сам пытается задержать дракона, пока она не придет. Но преданность и чувство долга Немо заставляют его остаться с Джу в бою. Он берет нож со сцены и тоже использует свою способность. Он ловит дракона в ловушку цепью и бьет его ножом, прося Джу заморозить монстра. Джу бьет дракона в то место, куда попал Немо, и использует свой ледяной сердечный приступ, чтобы заморозить дракона. Но его атака начинает замораживать и Немо, и он просит его отступить, но Немо отказывается, говоря, что если он уйдет сейчас, Джу не сможет полностью заморозить дракона. Перед ним появляется герой Немо и говорит, что дракон, хоть и мертв, продолжает двигаться, потому что у него есть физис, и просит его покончить с драконом. Перед Джу появляется его собственный герой и указывает на ядро дракона, которое восстанавливает его тело. Затем он использует эту информацию, чтобы поразить ядро и покончить с монстром. После победы он рассказывает Немо о своем прошлом и говорит, что его отец, бывший преемник, пожертвовал жизнью, чтобы защитить жителей своего города. Он говорит Немо, что хочет стать сильнее своего отца и продолжить его дело, чтобы тоже защищать других. Он благодарит Немо за помощь и предлагает ему дружбу, которую Немо с радостью принимает. На следующий день Фурия проводит собрание, на котором поднимает вопрос о том, что многие существа искажаются из-за растущей силы физиса. Гаррет предполагает, что остатки погибших физиков снова активизировались и начали масштабные атаки. Фурия сообщает, что у них есть средства из разных стран, и они должны остановить физиса и спасти мир. После собрания она приглашает всех на ужин, который приготовила сама. Немо очень рад попробовать ее еду. Но остальные, кажется, сомневаются. Джу замечает, что это единственное блюдо, которое знает президент, и это всех огорчает. К счастью, Немо с удовольствием ест и явно наслаждается едой. Все удивляются, когда он начинает есть как свинья, и, видя его энтузиазм, Фурия приносит еще больше такой же еды. После ужина все расходятся и обсуждают аппетит Немо, от чего он смущается.
Гаррет хвалит его за то, что он сражался вместе с Джоой и победил дракона. Они еще немного болтают, и Немо рад, что он теперь часть команды. Позже он встречает Софию, которая говорит, что он стал главной темой для разговоров среди учителей и выражает надежду на его успех. Позже Немо снится, что он и его герой оказались в горящем здании. Но прежде чем он успевает спросить своего героя об этом сне, он резко просыпается от стука в дверь. Он открывает дверь и видит Фарию, которая сообщает ему, что им нужно отправляться на задание. 7 рыцарей садятся на воздушный корабль, чтобы спасти другие города, охваченные тьмой Физиса. Эллен сообщает команде, что когда армия не справляется, они обращаются в Академию Гранд-Сид за подкреплением. Город, в который они направляются, разрушен и погружен в хаос из-за Физиса, а жители ранены или мертвы. Прибыв в город, 7 рыцарей сразу же приступают к работе, используя свои способности и превращаясь в героев, чтобы начать уничтожать Физиса. Фария спасает жителя деревни от Физиса и уничтожает его. Она просит Эллен эвакуировать жителей в безопасное место, пока остальные 7 рыцарей сражаются с монстрами. Гаррет использует свой меч тьмы, чтобы уничтожить группу Физиса. Ширли атакует Физиса несколькими мечами. Когда это не помогает, она использует атаку под названием «Пламя танца», создавая вихрь фиолетового пламени, чтобы уничтожить Физиса. Гил'дан храбро сражается с остальными Физисами, но его герой сообщает ему, что его магическая сила ослабевает. Тем не менее, Гил'дан продолжает атаковать монстров и отрубает одну из их голов. Однако монстр сбивает его с ног своими щупальцами. Он падает на землю рядом с Джувом и Немо. Они просят его отдохнуть, пока они готовятся к битве. Немо сковывает его цепями, и Джуд использует свою ледяную магию, чтобы победить его. 7 рыцарей успешно уничтожают Фиссисов и спасают горожан. После напряженной битвы София обрабатывает раны Гил'дана, который затем убегает в лес тренироваться. Позже Джуд и Немо обсуждают события дня, и Джуд говорит, что чувствует вину за то, что раньше считал Гил'дана обузой. Он рассказывает Немо, что Гил'дан – принц королевства, и многие люди возлагают на него большие надежды. Тем временем Фария докладывает о прошедшем сражении одному из членов Совета, и тот сообщает ей, что Физис уничтожает Серебряного Твердолобого и поручает ей присматривать за Немо. После этой встречи она и Эллен разговаривают о ее бесконечных обязанностях, когда к ним подбегает Ю с новостями о Гил'дане. Тем временем Джуд и Мимо, услышав громкий шум, приходят и видят, что Гаррет сражается с монстром. Но они быстро понимают, что это Гил'дан, который использовал свою магию сверх меры и теперь одержим. Джу готовится убить Гил'дана, но вмешивается Немо. Гил'дан нападает на Немо, и Гаррет бросается на Гил'дана, чтобы спасти его. Джу говорит, что у него нет другого выбора, кроме как убить Гил'дана, потому что он его друг. Но Немо останавливает его, говоря, что у него есть идея, которая пробуждает воспоминания в Гил'дане. Он пытается вырваться из тьмы, но не может и продолжает нападать на друзей. Немо сковывает его цепями и просит не сдаваться. Джу использует свой ледяной клинок, чтобы на мгновение обездвижить его, чтобы рыцари смогли вытащить Гил'дана из темноты. Но Гил'дан вырывается из ледяного плена и умоляет их убить его, пока тьма не поглотила его полностью. Немо говорит ему, что они не могут этого сделать, потому что он их друг, и напоминает ему, что он сам говорил, что нужно смеяться, когда становится тяжело. Немо поддерживает его, и Гил'дан решает бороться с тьмой. Объединив усилия, рыцари смогли вытащить его из лап монстра и спасти. Гил'дан благодарит Немо за помощь, и они оба лежат на земле без сил. Джу извиняется перед Гил'даном за то, что случайно оскорбил его во время битвы с Физ, и Гил'дан говорит, что все в порядке. На следующий день Немо просыпается и видит, что Ферия обрабатывает его раны, но она случайно падает на него и краснеет. Она говорит ему, что он долго спал после того, как потратил много магии, пытаясь спасти Гил'дана. Немо спрашивает о состоянии Гил'дана, и она отвечает, что с ним все в порядке, и он проснулся намного раньше, чем Немо. Ферия ругает Немо за то, что он не заботится о себе, и когда он пытается встать с кровати, она толкает его обратно и говорит, что будет присматривать за ним, пока он не выздоровеет. Тем временем Джу заботится о Гил'дане, который жалуется, что в доме нет девушек. Он шутливо говорит им, что завидует Немо, потому что президент заботится о нем, но Гаррет перебивает его и спрашивает, помнит ли он, что произошло, когда он был одержим. Он с грустью говорит им, что почти ничего не помнит, и Гаррет объясняет, что хотя одержимость – обычное явление, с такими людьми, как Гил'дан, это случается редко. Он подозревает, что это могло быть вызвано чем-то извне. Они обсуждают возможность того, что в Академии скрывается замаскированный Физис, ведь дракон, которого привел Джу, подозрительно ожил. Вдруг они слышат крик Фурии.
Оказывается, у нее, как и у большинства американцев, проблемы с готовкой, и Немо беспокоится, видя, что она в панике. Думая, что она пожарный, она выливает на плиту огромное ведро воды и просит его вернуться в постель. После напряженной борьбы с плитой, она протягивает ему единственное блюдо, которое смогла приготовить, и извиняется за ужасную готовку. Он утешает ее и говорит, что ему нравится это блюдо, чтобы она не расстраивалась. В этот момент появляется милый котенок и трется о ногу Фарии, и она смущенно признается, что это ее питомец. Немо пытается погладить котенка, но тот шипит на него и убегает. После этого она начинает более ответственно относиться к своим обязанностям и делает все, чтобы помочь ему. Но в конце концов она устает и ложится. К несчастью для нее приходит Эллен и напоминает ей, что у нее есть работа. Она уходит, предупреждая его, чтобы он отдохнул, но сама чуть не падает от усталости. После ее ухода Немо спрашивает Эллен, почему подарок помогает ему, когда она занята, но Эллен просто отвечает, что это ее характер. Он продолжает расспрашивать Фарию, и она говорит ему, что Фария всегда была такой, всегда хотела защищать всех своими супергеройскими способностями. Затем Эллен сообщает ему, что он особенный для Фарии, потому что он единственный выживший из их города, и президент сожалеет, что не смогла спасти весь город. Позже Фария и мальчики приходят к Немо. Он спрашивает Гилдана, поправился ли он, и тот отвечает, что с ним все в порядке. Гилдан начинает подшучивать над ним, называя его яростным питомцем, и в смущении закрывает ему рот ладонью. Затем Гаррет протягивает Немо вонючую мазь, называя ее эльфийским лекарством. Они продолжают болтать и играть в карты, чтобы скоротать время. Гилдан проигрывает 3 раза подряд и становится Джокером в их компании. Он шутливо говорит, что в следующий раз попросит помощи у своего героя, и Немо внезапно становится грустно, потому что он не может общаться со своим героем. Они удивляются, услышав это, и Джуз предлагает ему обратиться за советом к Софии, библиотекарю. Внезапно появляется Ширли и отчитывает их за то, что они бездельничают, когда у них есть более важные дела. Она говорит, что даже Фурио с ними общается, и раздраженно выходит из комнаты. Затем она подслушивает их разговор и узнает, что Немо не может общаться со своим героем. Позже Немо и Фария гуляют по коридору, и к ним подбегает ее кошка. Она пытается поймать ее, но кошка убегает, и Фария признается Немо, что в общежитии нельзя держать домашних животных. Они бегут за котом в надежде поймать его, но кот приводит их к Ширли, и они притворяются, что делают упражнения, чтобы сбежать от нее. Они продолжают гоняться за котом, и это приводит их к еще большим неприятностям. Затем кот забирается на крышу, и они поднимаются за ним. Но крыша ломается, и кот начинает падать. Пытаясь спасти кота, Немо спрыгивает с террасы и перебрасывает кота Ферии, но она не обращает на него внимания и пытается спасти Немо. Они оба висят на краю крыши, и Немо просит ее отпустить его и спастись самой. Но она отказывается оставить его. В конце концов они оба падают, но вмешивается герой Немо и спасает их. Увидев, как Немо пытается пожертвовать собой ради спасения кота, кот подходит к нему и начинает ласково тереться об него. Кот становится его новым другом и спит с ним по ночам. Ферия разговаривает со своим героем, который предсказывает ей будущую опасность и говорит, что только 7 рыцарей могут защитить людей. На следующий день, по совету Джу, Немо идет в библиотеку и рассказывает Софиции о своем герое и его способностях. Они оба начинают искать информацию о герое Немо в обширной библиотеке. К сожалению, их поиски не дают результатов, и она говорит ему, что в записях нет ни одного героя, подходящего под его описание. Он расстраивается, но она обещает продолжать поиски от его имени. Когда Нему надоело сидеть в библиотеке, он встретил там девушку с розовыми волосами, которая спросила его, кто он такой, и София сказала ей, что он новый член 7 рыцарей. Тем временем Фария и Нему отправились в больницу, где Ширли показала им студента из дисциплинарного комитета, который стал 4-й жертвой нападения физика в академии. Хотя Эллен успешно вылечила пострадавшего, она показала президенту Фарии след от укуса на его шее, и Фария сказала, что это может быть нападение вампира. Ширли решила взять на себя ответственность за поимку преступника и отправилась на поиски. Но девушка по имени Мина остановила ее, сказав, что она слишком много работает, и Фария согласилась с ней. Нему вызвался помочь ей, и Фария разрешила ему это. Позже Мина подошла к нему и поблагодарила за помощь дисциплинарному комитету, потому что там осталось всего несколько человек. Вечером Нему и Ширли начали расследование инцидента. Вскоре Ширли спросила, не скрывает ли он что-то, и он спросил, почему она так думает. Она объяснила, что подозревает, что он не так уж и невинен, раз не знал о 7 ночах до поступления в академию. И сказала, что ей все равно, что он скрывает, пока он усердно работает на благо всех. Она передала расследование ему, и по совету Джу он пошел к девушке, чтобы узнать о вампирах.
Но она сказала ему, что вампиры не монстры, а такие же обычные существа, как эльфы и люди. Девушка достает книгу о вампирах и говорит, что они могут превратить другого человека в вампира, если дадут ему свою кровь, и могут размножаться, рожая детей. Она протягивает ему книгу и добавляет, что огонь – это слабость вампиров. Мина присоединяется к нему, и они вместе идут на прогулку. Она рассказывает ему о слухах, что Ширли может быть вампиром, и говорит, что все участники расследования упали в обморок после работы с ней. Затем она начинает плакать и говорит, что эти слухи расстраивают Ширли, которая работает без остановки, чтобы поймать преступника. Она просит его пойти с ней в лес, чтобы она могла провести расследование. В лесу она подворачивает ногу, и он говорит, что им, наверное, стоит взять с собой фонарик, но она быстро отказывается, говоря, что это может насторожить преступника. Они идут дальше и внезапно видят правду. Похоже, слухи правдивы, и перед ними действительно вампир, который собирался выпить кровь Эллен. Но Мина случайно наступает на ветку, и это привлекает внимание вампира, который убегает. Немо использует свою способность и бежит за ней, говоря, что верит в ее невиновность. Он спрашивает, вампир ли она, и она признается, что да, но когда он спрашивает, не она ли стоит за нападением, она использует свою способность и превращается в свою героическую форму. Она говорит ему уйти с дороги, иначе она его убьет. Он не двигается, и она нападает на него, спрашивая, почему он не сопротивляется. Он говорит, что не хочет с ней драться, и она отвечает, что уже слишком поздно. Она рассказывает, как вампирам долгое время приходилось несладко, и как ее отца убили только за то, что он был вампиром. Она говорит, что куда бы она ни пошла, ее всегда преследовали и травили. Она говорит, как рада, что нашла покой в этой академии. Но и этому пришел конец из-за слухов, которые о ней ходили. Он говорит ей, что не все будут ненавидеть ее из-за того, что она вампир, и напоминает, что Эллен пыталась ей помочь. Он обещает сохранить ее тайну и не выдавать ее, потому что не хочет, чтобы ее обижали, и она благодарит его. Затем они поднимаются на крышу, где видят, как Эллен схватили физисы. Они идут по следу монстров и в конце концов находят Мину, которая оказывается организатором всех этих событий. Становится ясно, что Мина тоже вампир, и она ответственна за смерть многих членов комитета. Все это было частью плана по захвату Ширли. Теперь Мина держит в плену Эллен. Щелчком пальцев она приказывает физисам напасть на Немо, и Ширли помогает ему победить их. Мина говорит, что работает на физисов, и предлагает Ширли новый мир, где будут править вампиры. Но Ширли категорически отказывается участвовать в этом злом заговоре, заявляя, что она на стороне своих друзей и союзников. Мина с невероятной скоростью нападает на Ширли и сбивает Нима с ног. Она наступает ему на грудь и продолжает нести свою злобную чушь. Но когда она уже собиралась уходить, он попытался схватить ее цепью, но она отбросила его к стене. Они вступили в ожесточенную схватку, и ему удалось отрубить ей руку. Но она, не растерявшись, заменила свою руку чудовищным отростком и продолжила атаковать его. Ширли окружила ее кольцом огня, и Мине пришлось отпрыгнуть и закричать от ужаса. Мина предупреждает их, что с помощью кулаков она может исцелять. Поэтому огонь Ширли ей больше не страшен. Вдохновленный наставлениями своего героя, Немо использует свою истинную силу и просит Ширли окружить Мину кольцом огня. Мина нападает на него, но Ширли приходит ему на помощь и заключает Мину в пылающий ад. Мина предупреждает, что она тоже сгорит, но Ширли говорит, что она герой, и уверяет ее. Мина борется с пламенем, а Немо, воспользовавшись моментом, стреляет в нее из пистолета и убивает. На следующий день, узнав правду о Мине, обыскав ее комнату, Гаррет обнаруживает, что она исследовала побережье возле развалин старой библиотеки. Он вместе с Софидией начинает изучать это место и узнает важную информацию. Бывший библиотекарь старой библиотеки по имени Гений присоединился к Физису и был убит Яномией. Она рассказывает, что ходят слухи, что перед смертью Гений наложил проклятие на Академию, которое до сих пор влияет на ее репутацию. Он выходит из библиотеки, и девушка по имени Клэр из класса алхимии приносит ему материалы по старой библиотеке, которые он у нее просил. Он благодарит ее за помощь и уходит, не дав ей ничего сказать. Через несколько дней Немо и Ферия обсуждают предстоящий школьный фестиваль. Она пытается открыть дверь, но та заперта, и тут к ним подходит Клэр и открывает дверь с помощью своей магии алхимии. Позже они вместе пьют кофе, и Клэр начинает рассказывать о своих чувствах к Гаррету. Когда Ферия спрашивает ее, она смущается и признается, что Гаррет однажды спас ее от Физиса, и она влюбилась в него. Они продолжают обсуждать любовь, и Клэр грустно говорит, что хотела пригласить Гаррета на танец на фестивале, но боится, что он откажет ей. Они подбадривают ее, говоря, что в следующий раз у нее может не быть такого шанса, и она соглашается, говоря, что собирается пригласить Гаррета на танец. Затем она спрашивает Ферию, выбрала ли она партнера для танца на фестивале. И ее взгляд на мгновение падает на Немо, прежде чем она отворачивается, заставляя Клэр подумать, что он может быть ее выбором.
После этого разговора он подходит к Джу и спрашивает, есть ли у него партнер для танца. Но Гилдан внезапно признается, что Джу нравится Софисия, и начинает дразнить его. Затем Гилдан с гордостью рассказывает о своих многочисленных предложениях от девушек и говорит, что выбрать одну из них может быть сложно. Затем он спрашивает Немо, как у него дела с Ферией, но Немо, у которого IQ как у рыбы, не понимает, что они имеют в виду. В этот момент к ним подходит Ширли и просит Немо быть ее партнером по танцам, к большому удивлению Гилдана и Джу. Они спрашивают его, что происходит между ним и Ширли. Он вспоминает, как предлагал ей себя в качестве сочного мяса, и говорит, что это секрет. Позже Ферия проводит собрание для 7 рыцарей, и они обсуждают идеи для школьных фестивалей, которые они будут проводить. Гилдан предлагает устроить соревнования по стрельбе из лука и танцам, но Ширли, как член дисциплинарного комитета, отклоняет эту идею. Джу предлагает устроить турнир, но Гаррет уходит, говоря, что они заботятся о тебе и не могут ничего придумать против физика. Ширли, однако, говорит, что это просто отдых, но он не соглашается с ней и уходит. Снаружи Клэр подходит к нему и говорит, что хочет помочь ему с исследованием в старой библиотеке. Гаррет сомневается и говорит, что не может ничего предложить взамен. Но она настаивает и предлагает сделку. Она предлагает свою помощь в обмен на то, что Гаррет станет ее партнером по танцам, и он соглашается. Фестиваль начинается с множества прилавков, где продаются разные товары, и кукольного представления, изображающего сожжение и проклятие старой библиотеки. Кажется, всем весело, кроме Джу, который недоволен, что нет турнира, как он хотел. Вместо этого его заставляют работать в кафе. Гилдан просит его перестать жаловаться и угощает студентов пирожными и другими вкусностями. Гаррита заставляют работать официантом и, конечно же, поваром. Она выходит из кухни и просит помочь. Ферия хотела предложить свою помощь, но Джуман опережает ее и вызывается добровольцем. Немо рад, что все довольны и никто не ссорится. Но вскоре он оказывается в центре внимания, потому что и Фурия, и Ширли хотят быть его партнершами по танцам. Он спрашивает, может ли он пригласить их обеих, но они твердо говорят, что это невозможно, и предлагают ему выбрать одну из них. К счастью, Гилдан сообщает ему, что София просит его о помощи. Немо пользуется этой возможностью, чтобы выйти из неловкой ситуации. Он встречается с Софией, и она расспрашивает его о празднике. Он говорит, что все идет хорошо, и делится с ней своими мыслями. В откровенном разговоре они подробно обсуждают сложную природу любви, и она говорит ему, что люди выражают свои чувства по-разному. Она делится с ним своей мудростью, и он задумывается, кого выбрать, Ширли или Фурию. После этого он присоединяется к остальным ребятам на празднике, и они начинают дразнить его за то, что он получил приглашение от президента. Позже он идет к Ширли и спрашивает, действительно ли она хочет пригласить на танец Эллен, и она признается, что использовала его, чтобы спровоцировать Эллен, потому что не хотела говорить о своих чувствах. Она искренне извиняется. Немо советует ей подойти к Эллен и пригласить ее на танец. Тем временем Клэр отправляется в развалины старой библиотеки в надежде найти подсказку, которая поможет Гаррету в расследовании, чтобы он стал ее Гансом. Она внезапно падает и делает удивительное открытие. Комната, в которую она упала, кажется старой и разрушенной, повсюду разбросаны книги. Она обнаружила дверь, которую открыла, используя свои алхимические способности, и вошла внутрь. На фестивале Немо присоединился к ней на балконе и поделился с ней своим взглядом на любовь, подчеркнув, что проявления привязанности у разных людей разные. Это придало ей уверенности, необходимой для того, чтобы попросить Эллен стать ее партнером по танцам. На танцах все радостно танцуют и получают удовольствие. Немо неловко танцует с Фурией и, конечно же, танцует с Эллен. Джуби несчастен из-за того, что у него нет партнерши, а Гилдан счастливо танцует в одиночестве. Гаррет терпеливо ждет Клэр, надеясь, что она скоро вернется. Но она находится под старой библиотекой после того, как случайно обнаружила потайную комнату. Она осматривает комнату и видит огромную книгу, светящуюся на столе. Она осторожно подходит к столу и задается вопросом, не запечатывает ли книга что-нибудь внутри. Она дотрагивается до книги и издает пронзительный крик. Тем временем на фестивале Гаррет продолжает ждать ее и задается вопросом, не придет ли Клэр. Как раз в этот момент, к его удивлению, она приходит на танцы, и он с беспокойством спрашивает ее, где она была, но она говорит ему, что не уверена, и извиняется за то, что не нашла никаких зацепок, чтобы возглавить его расследование. Он говорит ей, что это Реган пригласила ее на танец, и они счастливо танцуют вместе. Она говорит ему, что рада наконец-то быть с ним, и уже собиралась сказать что-то о старой библиотеке, как вдруг он замечает, что шея Клэр багровеет. И с ней происходит поразительная трансформация, превращается в фиолетовый кристалл и разбивается, к большому ужасу Гаррета, и он испуганно вскрикивает. На следующий день все собрались на похоронах Клэр, оплакивая ее потерю, что создает мрачную атмосферу в академии. Некоторые ребята начинают сплетничать о ее смерти, говоря, что это из-за проклятия старой библиотеки, и предполагают, что отсутствие Гаррета как-то связано с этим. Ширли смотрит на них своим убийственным взглядом, и они быстро замолкают.
Все выражают свои соболезнования и молчат. Немо замечает, что Гаррет стоит один за деревом и подходит к нему. Гаррет признается, что чувствует вину за то, что использовал привязанность Клэр в своих интересах и заставил ее искать что-то в старой библиотеке. Он клянется найти убийцу, говорит, что это самое малое, что он может сделать для нее, и уходит. Позже Фария и Эллен встречаются с членом совета, который рассказывает им об усиливающейся угрозе со стороны вулкана Бурбат. Фария вспоминает, что ее герой Анамия должен был запереть его с помощью физика в этом месте. Невысокий парень говорит им, что они нашли там большой подземный комплекс. Они показывают карту, на которой отмечены места, где уже нападали монстры. Все эти места посылают магическую энергию вулкану, но монстры напали на Серебряную крепость. Они предупреждают Фарию, что Академия Гранд Сид должна быстро справиться с угрозой Физиса, прежде чем он использует силу Серебряной крепости для своих злых целей. Глава комитета сообщает ей, что лидер Физиса находится в подземном комплексе. Фария сомневается и говорит, что, возможно, не стоит атаковать Физиса неподготовленными. Они продолжают говорить ей, что у них нет выбора, и рассказывают о недавних трагедиях, произошедших с 7 рыцарями, и говорят, что их враг находится в Академии. Она соглашается и принимает задание. После собрания она обсуждает с Эллен, что делать дальше, и та втайне от всех делится с ней своей стратегией. Тем временем Гил'дан встречается с остальными 7 рыцарями и сообщает, что они собираются напасть на Физиса. Немо говорит, что раз Гаррет сейчас не с ними, им придется работать еще усерднее. Гил'дан спрашивает его о вулкане, потому что он находится недалеко от его деревни. Он колеблется, но потом говорит, что его народ называл его горой. Позже он посещает могилу Клэр, и София тоже приходит туда. Она спрашивает, что его беспокоит, и он признается, что сожалеет, хотя и не был хорошо знаком с Клэр. София объясняет, что его связь с героем основана на сочувствии и желании спасти всех, и говорит, что верит в него. Она убеждает его исполнить свое предназначение и объясняет, что миссия Академии – положить конец страданиям. В Академии Юномия признается Фарии, что расскажет правду о старой библиотеке после битвы. Тем временем Гаррет находит книгу, в которой говорится, что Юномия убила гения, и подтверждает, что это его проклятие косвенно привело к смерти Клэр, и злится. На следующий день Немо просыпается и слышит, как Фария грустно поет, и подходит поговорить с ней. Он спрашивает ее о песне, которую она всегда поет, и она отвечает, что ее пела Юномия. Она грустит, говоря, что Физиса уже давно не должно было быть, и начинает рассказывать о своем детстве. Она говорит ему, что все ждали, что она защитит людей, и ее родители никогда не просили ее быть ведьмой, а только учили ее быть героем. После душевного разговора они вместе с остальными 7 рыцарями отправляются на воздушном корабле к вулкану, чтобы победить физиков. Они прибывают к вулкану и посылают сигнал. Джу и Гил'дан ведут остальных студентов Академии Гранд Сид на штурм подземного комплекса. Ширли врывается в комнату и начинает яростно сражаться с монстрами. Фьюрия и Немо присоединяются к ней, сражаясь с монстрами. Когда один из монстров собирается напасть на Феру, Немо спасает ее. Они разрабатывают стратегию. Немо будет сражаться с монстрами сзади, а девушки объединят свои силы и пойдут вперед, уничтожая монстров. Они входят в комнату внутри комплекса, где сталкиваются с различными искусственными формами жизни, созданными алхимиками. Внутри они находят разбитую капсулу и встречают 3 человек, которые называют себя наследниками бога Нестры, который является богом разрушения. Немо говорит Фьюри и Ширли, что эти парни необычные наследники, и внезапно их враги нападают на них. Девушка в красном платье называет себя Ритой и сражается с Феру. Парень в черном костюме называет себя Волукс. Он специализируется на черной магии и сражается с Ширли. Другой парень, Кастрос, сражается с Немо. Тем временем Джу и остальные сражаются с физиками снаружи. Рита наносит мощный удар по Фьюрии, и та падает на землю. Немо яростно атакует своего противника, а затем исчезает. Он появляется перед Ритой и нападает на нее, чтобы спасти Феру. Они вместе сражаются с Ритой, но она оказывается очень сильной. Битва продолжается, и им удается ранить ее, но появляется Кастрос и сердито нападает на Немо. Рита и парень ссорятся, и он тоже набрасывается на нее, но Немо вмешивается и спасает ее. Он с трудом отбивается от атаки Кастро и заявляет, что не хочет их смерти, а просто хочет защитить этот мир. Тем временем парень с усами наблюдает за их битвой через зеркало и говорит, что все происходит так, как предсказывал Оракул. Битва продолжается, и студенты гранд-семестра сражаются с врагом. Внезапно наследники разрушения становятся еще сильнее и говорят Клэр, что 7 рыцарей им не равня. В Академии Гаррет идет в старую библиотеку, куда зашла Клэр, и находит потайную комнату, которую она обнаружила. Он заходит туда и видит алтарь, принадлежащий Физису, и готовится к нападению. Тем временем Волукс приближается к Немо и девушкам, и они отлетают от его удара.
Ферия удивляется, что эти ребята могут входить в состояние одержимости, не сходя с ума и не теряя сознания. Ширли замечает, что темные наследники поймали их героев в ловушку, и Кастрос говорит, что они могут управлять их героями и использовать их как инструменты. Ферия говорит, что они поступают неправильно, но Волукс находит ее праведность забавной и называет ее глупой. Затем он использует свой посох и посылает в них мощный темный шар, от которого Ферия и Ширли падают на землю. Немо удивлен и пытается помочь девушкам. Он отражает атаки Волукса, но Кастрос прыгает сверху и нападает на него, называя Немо слабаком. В старой библиотеке Гаррит окружен монстрами разрушения и думает, что, возможно, именно поиски базы Фиса привели к смерти Клэр. Он чувствует что-то неладное и нападает на Фиса. Он вонзает свой меч в одного из них, и тот превращается в меч его могущественного героя. Затем он начинает рубить физиков как овощи и заявляет, что отомстит за смерть бедной Клэр. Снаружи студенты Академии Гранд Сид пытаются сдержать натиск фиссов, и многие из них погибают. Гилдан решительно сражается с несколькими физиками, попутно спасая студентов. Он задается вопросом, не об этой ли силе Физиса предупреждал его герой. Джу продолжает сражаться с уродливым существом, обладающим невероятной силой. Он спрашивает, смогут ли они победить этих существ. И Гилдан отвечает, что у них нет другого выбора, если они хотят защитить серебряные песочные часы и безопасные города, которые сейчас под угрозой. Они смотрят на вулкан, гадая, в безопасности ли мимо и девочки. Пока все заняты своими делами, жуткий старик с усами наблюдает за 7 ночами через зеркало, отмечая, что все идет по пророчеству. Затем он поднимает голову к потолку и, как идиот, говорит сам с собой, что его планы вот-вот осуществятся. Жадный старик снова смотрит в зеркало, прося его показать истинного сына разрушения. Тем временем Немо получает от врага по заднице, но не теряет надежды и готовится ко второму раунду. Волюкс насмехается над ним, называя его и его банду жалкими. Пока он разглагольствует, Рита говорит ему быть осторожнее, ведь битва еще не окончена, и как только она это говорит, потолок рушится и Немо нападает на Волюкса. Кастрос называет его дураком за то, что он не был осторожен, и сбивает его с ног. Девушки бросаются в бой и нападают на него. Он с трудом уворачивается от их атаки и проклинает их, а Волюкс тем временем поднимается с земли и сердито приближается к нему. Затем он начинает сходить с ума и использует свою темную магию, чтобы создать опасную сферу, которая стреляет во всех шипами. Девушкам удается увернуться от шипов, но один из них попадает в Кастроса, и он в свою очередь приходит в ярость на Волюкса. Немо и девушки понимают, что их враги не действуют сообща, и это дает им шанс победить их. Снаружи Гилдан говорит всем, что нужно сражаться не в одиночку, а командой, и продолжает атаковать Физиса. Джу присоединяется к нему, и они вместе добивают гигантского Физиса. Джу замораживает его, а Гилдан наносит последний удар. Тем временем Кастрос пытается напасть на Ширли, но она уворачивается. Волюкс просит Риту помочь, но она игнорирует его и отказывается. Он злится на нее и уже собирается что-то сказать, как вдруг у него начинает сдавливать грудь, и он падает на землю. Кастрос и Рита испытывают то же самое, и им становится интересно, почему они теряют контроль над своими способностями. Внезапно герои, которых они сковали, вырываются на свободу, и Фарет догадывается, что герои сопротивляются тому, чтобы их использовали как инструменты. Они все краснеют от нестерпимой боли и падают на землю один за другим. Немо говорит им, что их герои сопротивляются тому, чтобы их использовали как инструменты. Волюкс продолжает страдать и проклинает героев за то, что они должны были быть только инструментами и не должны были им перечить. Немо начинает злиться и говорит им, чтобы они заткнулись и послушали голоса своих героев. Рита удивленно смотрит на него. Немо продолжает говорить, что им не нужно бояться и нужно открыть свои сердца. Кастрос говорит ей, что не нужно слушать этого глупого Немо, и говорит, что они избранные богом разрушения и не должны слушать Немо и его болтовню. Он подходит, чтобы напасть на Немо, но Ширли быстро встает между ними и защищает его, а затем наносит Кастросу удар ногой. Она снова нападает на него, и он называет ее вампиром. Она не успокаивается и продолжает нападать на него, говоря, что она должна защитить своих друзей. Затем она атакует его своим огненным мечом, и он загорается, а потом полностью разрушается. Ферия спрашивает Ширли, что он имел в виду, когда сказал, что она необычный человек. Но она отвечает ему, что они поговорят об этом позже, и указывает на Риту, говоря, что сейчас они должны позаботиться о ней. Ширли спрашивает, что она собирается делать, ведь она единственная из врагов, кто не сошел с ума. Тем временем в старой библиотеке Гаррит сражается с Фисисом. Он уклоняется от его атак и удивляется, когда кто-то нападает на Фисиса. Он оборачивается и видит, что эта Софисия помогла ему. Она говорит, что они должны сражаться вместе, и он соглашается. Ширли говорит Рите, что они нападут на нее, но Немо вмешивается и говорит Ширли и Ферии, чтобы они шли в храм. Ширли спрашивает, разумно ли это, но он говорит ей не волноваться и просто слушаться его. Фария соглашается с ним, говоря, что им нужно как можно скорее остановить планы физика. Он благодарит ее и предупреждает, что нужно быть осторожнее, прежде чем отправляться в храм. Затем он поворачивается к Рите и говорит, что она ему как сестра, чем очень ее удивляет.
Она спрашивает, почему он предал их и присоединился к 7 рыцарям, если он тоже избранный, как и она. Пока они разговаривают, стеклянный контейнер разбивается, и она нападает на него. Он говорит, что просто хотел жить своей жизнью и пытается убедить ее сделать то же самое. Тем временем Ширли и Фария спешат в храм, чтобы найти Амаса и остановить его план по уничтожению серебряных песочных часов. Ширли беспокоится о Джу и Гилдане, которые должны охранять место ритуала. Немо продолжает уворачиваться от атак Риты и отбивается. Они равны по силе, и она говорит, что он хорош. Он благодарит друзей за то, что они помогли ему стать сильнее. Это расстраивает ее, и она говорит, что у таких фальшивых наследников, как они, нет такой роскоши, как дружба. Он спрашивает, верит ли она по-прежнему словам Амы, и она отвечает, что у нее нет выбора, прежде чем снова напасть. Она яростно атакует его, и он пытается удержаться на ногах, когда она говорит, что не может черпать силу у своего героя. Он уворачивается от ее атаки и говорит, что это не должно быть причиной, по которой она так себя ведет. Они продолжают сражаться, и она валит его на землю, но он быстро отталкивает ее и снова берет ситуацию под контроль. Она чувствует, как все вокруг расплывается, и задается вопросом, не конец ли это. Теряя сознание, она слышит голос, который говорит, что она будет жить. Голос велит ей бороться, и она видит, как ее пробуждает юный герой Айринг. Она просыпается, чувствуя невероятную силу, и все ее тело охвачено золотым пламенем. Немо спрашивает, слышала ли она голос своего героя, и говорит, что если они будут слушать голос своего героя, то смогут исполнить свои желания. Как только он это говорит, рядом с ним появляется герой Немо. Рита опускается на колени и говорит ему, что ей нужно узнать, зачем были созданы амбасы. Он протягивает ей руку и предлагает пойти с ним. Она колеблется, но все же принимает его предложение, называя его добрым человеком. Тем временем Волукс, сбежав с поля боя, бросается к Амосу и рассказывает ему, что произошло. Он умоляет его не сходить с ума и не умирать, как Кастро, но Амос жестоко спрашивает, почему он еще не умер. Волукс, услышав это, удивляется и спрашивает, зачем их послали сражаться, на что Амос отвечает, что хотел найти того, кто останется последним и станет истинным сыном разрушения. Он говорит, что это все согласно пророчеству, которое он создал. Но никто из них не стал истинным сыном разрушения. Затем он смотрит в зеркала и говорит, что этот человек скоро придет к нему. Волос в ужасе смотрит на него и продолжает, что они могут находиться в состоянии одержимости лишь короткое время, а потом сойдут с ума. Затем он вызывает из потолка гигантские светящиеся шипы и направляет их на него. Шипы пронзают Волоса, и он падает замертво. Вскоре на место происшествия прибывают солдаты и бросают ему вызов. Он говорит, что только что получил пророчество, и замечает, что убил Волоса. Он угрожает девушкам, что их ждет та же участь, и что они станут жертвами сына разрушения. В прошлом мы видим, как юные Лилин говорят, что ей нужно подружиться с девочкой, но она грустит и говорит, что скоро умрет из-за несчастного случая. Служанка ругает ее за грубость, и девочка начинает плакать. Раньше Эллен была одинока, но потом подружилась с героиней Ванессой, которая умела видеть будущее. Каждый день был для нее испытанием, потому что она видела, как люди уходят от нее. Она даже думала, что знает, когда наступит конец света, потому что не видела будущего после этого. Но однажды она встретила добрую ферию, которая предложила ей зонтик, чтобы Эллен не промокла под дождем. С тех пор Эллен подружилась с Ферией, зная, что та сыграет важную роль в ее судьбе. Они выросли вместе и позже стали 7 рыцарями вместе с остальными. Сейчас Эллен спрашивает свою героиню, что будет, если она воспользуется ее силой, но Ванесса отвечает, что не знает. Она выражает беспокойство и говорит, что теперь все будет очень сложно. Тем временем в храме Ширли и Ферия сражаются с Амосом, который подходит к ним и говорит, что он герой новой эпохи. Ферия пытается защититься от него своим оружием, но он нападает на нее, держа в руках свои магические шипы, и атакует ее. Она снова пытается защититься, но он отбрасывает ее назад, и она чуть не падает на землю. К счастью, Немо вовремя появляется и подхватывает ее на руки. Он извиняется за то, что заставил ее ждать, и к ним присоединяется Рита. Снаружи она сражается с физиком, замораживая его своим оружием, а затем добивает, разбивая на куски. Гилдан хвалит ее за отличную работу и поворачивается к студентам, говоря, что они нашли место проведения ритуала. Они радостно ликуют и начинают изучать устройство, которое физики использовали для кражи силы хранилища. Джу спрашивает Кали, как ей удалось найти это устройство, и Гилдан отвечает, что это благодаря информации, которую получила Эллен. Затем он устанавливает серебряное хранилище на устройство, а Джу спрашивает, закончили ли они свою работу. Гилдан отвечает, что похоже да, и что именно Эллен предоставила Турму всю необходимую информацию, включая место проведения ритуала. Джу садится и спрашивает, почему им не сообщили о цели охраны этого места. Гилдан смотрит в небо и говорит, что у него плохое предчувствие, и, возможно, есть другая причина, по которой им не сообщили все подробности. В храме Амос говорит, что Немо – настоящий сын разрушения, и девушки удивленно смотрят на него.
Амос продолжает, говоря, что он послал за ними фальшивых наследников, чтобы найти сына разрушения. Рита злится и спрашивает, почему он солгал, что она одна из избранных, но он игнорирует ее и удивляется, что Немо не убил Риту. Услышав это, она меняет свое мнение и обвиняет Амоса в том, что он использует их как пешек в своей игре. Она видит мертвое тело Воликса в углу комнаты и приходит в ярость. Она усиливает свое тело с помощью магии героя, готовая к атаке. Она бросается на него, и он атакует ее мощными шипами. Она пробивает его защиту и подходит ближе, отрубая ему руки. Когда она пытается пронзить его тело, ничего не происходит, и он остается стоять. Он насмехается над ней, говоря, что даже с помощью силы ее героя она все равно слабее его. Его рука начинает регенерировать, и он создает мощный барьер, когда она снова собирается атаковать, отбрасывая ее к стене. Ширли замечает, что его способность к регенерации очень сильна, и что их атаки не причинят ему особого вреда. Ферия спрашивает, что он собирается делать с Немо, и Амос отвечает, что хочет использовать его в качестве жертвы и получить силу, чтобы разрушить мировой порядок. Немо спрашивает, зачем ему это нужно, но Амос говорит, что это единственный способ построить идеальную страну, в которой будут жить только по-настоящему сильные люди. Фарья и Ширли обвиняют его в том, что он пытается завоевать мир ради собственной выгоды, но он игнорирует их и поворачивается к Немо, говоря, что тот унаследовал проклятие, которое разрушит мир. Тем временем в старой библиотеке София рассказывает о проклятии этого места и показывает, как оно влияет на ее тело. Он в шоке от увиденного, а она говорит, что уже давно пытается сопротивляться проклятию, но с каждым днем это становится все труднее. Он спрашивает, почему она раньше ему не сказала, но она отвечает, что проклятие распространится только если об этом узнают другие. Он вспоминает, что случилось с Клэр, и спрашивает Софию, что произошло тогда на самом деле. Она говорит, что если он узнает, то тоже будет проклят. Он не соглашается и говорит, что хочет знать все, чтобы отомстить за смерть Клэр. Она соглашается и рассказывает ему о предательстве Гениуса, который тогда был библиотекарем. В храме Немо падает на землю и превращается обратно в человека. Его окутывают фиолетовые руки. Амос поднимает его в воздух и посылает ударные волны по всему телу Немо. Тот кричит от боли, не в силах сопротивляться. Ферия умоляет отпустить его, но Амос продолжает пытку, заявляя, что собирается вытащить из тела Немо сына разрушения и поглотить его. Ширли тоже пригвождена к земле и беспомощно наблюдает за происходящим. Пока Амос продолжает пытать Немо, тот начинает превращаться. Его мышцы становятся больше, но тут они слышат приближающиеся шаги, и к ним подходит Эллен. Амос отпускает Немо и говорит, что ее появление ничего не изменит. Но она просто смеется, говоря, что видит его поражение. Она подходит к Ферии и говорит, что беспокоится ни о чем, она все уладит. Ферия спрашивает, завершен ли ритуал, и она отвечает, что все в порядке. Фария удивленно смотрит на нее, потому что никогда раньше не видела, чтобы она использовала свою силу. Она медленно подходит к Амосу, который в шоке смотрит на нее. Рядом с ней появляется ее героиня Ванесса, и они готовятся к бою. Она поворачивается к Фарии и говорит, что собирается остановить время на некоторое время, и начинает процесс. Магия начинает действовать, и в воздухе вокруг них появляется печать, окруженная белым магическим полем. Магия распространяется, и все вокруг потрясены. Печать становится больше, напоминая бегущие часы. Амос обвиняет Эллен в том, что она использовала силу, накопленную на его ритуальном месте, для своей магии. Затем он посылает в нее магические шипы, но она останавливает их на полпути в воздухе, называя его атаки бесполезными, и отражает их назад. Затем она кричит «время», и позади него появляется еще одна магическая печать времени. Его кольцо начинает трескаться, и он в шоке смотрит на него. Она говорит ему, что знает его трюки, и ломает его кольцо вместе с магической печатью времени. Она убирает барьер и исцеляет всех. Немо с трудом поднимается, как и девушки. Они подходят к ней и спрашивают, что случилось. Она говорит им, что лишила его способности к регенерации. Немо говорит им, что теперь у них равные шансы победить его. Пока они разговаривают, Эллен падает на землю от усталости. Ширли подбегает к ней и просит ее прийти в себя. Фария и Немо решают, что сейчас самое время напасть на Амоса. Они бросаются на него, превращаясь в своих героинь, и атакуют его. Фария нападает первой и пытается блокировать ее атаку, но Немо атакует его одновременно с ней. Он пытается отразить их атаки, которые сыплются на него со всех сторон. Ферии удается ранить его в руку, и он приходит в ярость и выпускает мощную атаку, которая отбрасывает их назад. Он говорит им, что даже без силы серебряного стекла он превосходит их и может атаковать одной рукой. Ферия пытается блокировать его атаки, говоря, что не упустит возможность, которую дала Эллен. Немо превращает свою руку в пушку и готовится к атаке, а Амос продолжает атаковать. Она снова блокирует его атаки и бросается на него. Он тоже бежит к ней, и они сталкиваются, высвобождая огромную силу. Они сражаются друг с другом на равных.
но вскоре он одолевает ее, и Ферия отступает. Она зовет Немо на помощь, но Амаз в этот момент перенаправляет атаку на Немо, и тот был бы уже мертв, если бы Фарида не выпустила луч, чтобы блокировать атаку. Ферия говорит ему немедленно прекратить бой, и он соглашается, выпуская мощную атаку из своей пушки. Амаз пытается отразить ее, но безуспешно, а атака Немо становится только сильнее. Он сам удивлен силой своей атаки, и Амаз с трудом удерживает оборону. Сила становится слишком велика, и он с ужасом понимает, что он не избранный. Атака Нео полностью нейтрализует магию Амоса и сбивает его с ног. Однако Немо с трудом контролирует ее, и здание начинает трескаться. Сила была настолько мощной, что достигла даже улицы, и все в изумлении смотрели, как она исчезает в небе. Наконец-то они это сделали, победили Амоса, и Немо падает на землю без сил, но на этот раз Фурия успевает его подхватить. Он спрашивает, означает ли это, что их битва с Физисом тоже закончилась, и она отвечает, что да, и спрашивает, в порядке ли он. Он говорит ей, чтобы она не волновалась, и они смотрят на кристаллы, которые появились, когда он атаковал Амаза. Вдруг потолок начинает дрожать, и Эллен просыпается, говоря, что храм скоро рухнет. Она говорит им всем, чтобы они уходили отсюда, и Рита спешит к выходу, говоря, что сейчас уйдет, потому что не хочет, чтобы ее схватили 7 рыцарей. Но Немо говорит ей, что она спасла ему жизнь. Она отмахивается, говоря, что сделала это только ради себя, и предупреждает его, что он избранный сын разрушения. И тогда ему не избежать своей судьбы. Затем она уходит, а Фурия собирает остальных, чтобы они тоже ушли. Снаружи все измотаны после битвы и помогают друг другу. Гил'дан и Джуз вскоре видят, что девушки возвращаются вместе с Немо, и все вместе празднуют. Фурия объявляет, что как члены 7 ночей они выполнили задание, и все поздравляют их. Через некоторое время они покидают город на своем воздушном корабле, думая, что все закончилось. Но на самом деле Амос все еще жив благодаря маленькому кусочку кристалла, который он сохранил. Он встает и смотрит на свою руку, которая проклята так же, как и рука Клэр. Вдруг позади него появляется призрачное существо, похожее на Софию, и благодарит его за работу. Он спрашивает, почему она солгала о пророчестве, что он победит. Она говорит ему, что это было частью ее плана заставить его мобилизовать силы Физиса. Она благодарит его за то, что он сделал Немо сыном разрушения и заставил Эллен использовать все свои силы. Пока она говорит, его рука полностью поглощается проклятием, и оно быстро распространяется по всему телу, пока не поглощает его полностью и не разрывает на части. Позже мы видим Немо за решеткой, а Фаррелл и Эллен навещают его. Она говорит ему, что у них нет другого выбора, кроме как запереть его, потому что его гениальность привела к тому, что он продал душу Физису. Эллен говорит ему, что проклятие старой библиотеки останавливает время и уничтожает существование, которое раньше было силой гения. К ним присоединяется Джоэлвин и обвиняет Немо в том, что он использовал силу Физиса, чтобы разрушить Академию. После этого остальные 7 рыцарей собираются, чтобы обсудить Немо. Гил'дан спрашивает, нужно ли его держать в заперти, ведь он сражался за них все это время. Гаррет достает листок бумаги и говорит, что это результат исследования, проведенного Софией и Советом. Он бросает документы на стол и говорит, что Нем похож на 3 фальшивых наследников. Он говорит, что Нем, должно быть, контактировал с гением до того, как поступил в эту академию. Джоэлвин спрашивает, как это возможно, ведь проклятие старой библиотеки существовало задолго до появления Немо. И Гаррет говорит, что проклятие было запечатано только благодаря силе Юномии. Ширли спрашивает, мог ли гений снять проклятие, и он отвечает, что это возможно. Джоэл соглашается, говоря, что с тех пор, как Немо поступил в академию, начали происходить странные вещи, но Гил'дан говорит, что не стоит делать поспешных выводов, и что Немо сам может быть жертвой этих лиц. Тиа соглашается, что это возможно, но все же им лучше пока держать Немо взаперти. Она говорит Гаррету, что сейчас они не могут освободить Немо, потому что это вызовет панику среди студентов. Она говорит, что сила Немо была невероятной и ненормальной. Гил'дан встает со стула и обеспокоенно спрашивает, считают ли они Немо все еще своим другом. Они соглашаются, но знают, что если Немо пойдет против Академии, им придется сразиться с ним. Гил'дан не согласен и уходит с собрания, говоря, что вы поможете Немо другим способом. Позже Гаррет приходит к Немо и говорит, что на нем магическая печать, которая не позволяет ему призывать гения. Оказывается, это общежитие раньше было тюрьмой для таких опасных наследников, как он, но Немо говорит, что не собирается ни с кем сражаться. Гаррет не верит и активирует печать, показывая свои руки монстры. Немо говорит, что это его грех и что он не виноват. Он рассказывает, что он фальшивый наследник, созданный физиком, и Ферия подслушивает их разговор. Он рассказывает о базе храма, где он был создан в капсуле вместе с другими. Амос наблюдал за ними и решал, подходят ли они для его целей или нет.
Гаррет заключает, что после рождения Немо должно быть выдавал себя за невинного мальчика, чтобы попасть в эту академию. Но Немо говорит, что это неправда, и что он только притворялся человеком, чтобы быть с Фурией и остальными. Когда Гаррет все еще не верит ему, он просит Немо убить его. Немо достает меч, но потом передумывает, говоря, что убьет его, когда будет вынесен приговор. Тем временем Эллен и Ширли разговаривают. Они обсуждают Немо, и Эллен говорит, что ей нужно быть осторожной, иначе ее секрет тоже может раскрыться. Ширли все равно не может не жалеть его, ведь он спас ей жизнь. Эллен предлагает себя Ширли, и та впивается зубами в ее шею. Позже Гильда встречается с Джудом и говорит ему, что Немо никак не может быть с Физисом, и что он сделает все, чтобы спасти его. Джуд выводит его на террасу и говорит, что они давно знают друг друга. Он был поражен, что Гильдан, принц, оказался одним из 7 рыцарей. Они говорят о своей дружбе, а потом Гильдан спрашивает, разве недостаточно того, что Немо хороший человек? Но Джуд не согласен и говорит, что его отец, Клэр и его одноклассники были убиты Немо. Гильдан соглашается, что если Немо действительно с Физисом, то он тоже не простит его. Джу рассказывает ему о руке монстра Немо, но тот просто говорит, что даже у него нет человеческого уха, но это не делает его Физисом. Джуд признает, что Немо, возможно, хороший человек, но все равно он лгал им все это время. Тем временем Фария спрашивает своего героя Аномию, что произошло в старой библиотеке, и показывает свою руку, которая была проклята так же, как у Клэр. Фария спрашивает, не из-за ли это гениальности, но она говорит ей, что если она узнает правду, то тоже пострадает. Она говорит, что ей нужно помочь Немо и что она готова на все ради этого. Уомия соглашается показать ей все и просит следовать за ней. Они идут в заброшенное место, и Уомия открывает дверь с помощью магии. Затем Ферия заходит в библиотеку. Она видит на столе светящуюся книгу, и когда подходит ближе, из нее вырывается фиолетовый дым, окутывая ее. В академии Гилдан встречается со стариком из комитета, чтобы обсудить Немо. Тот говорит, что не может ничего сделать, так как правила в этом вопросе строгие. Гилдан предлагает старику кусочек торта и просит сделать исключение для Немо, и тогда он поможет с его долгом. Старик наконец соглашается, и Гилдан продолжает радостно есть. Выйдя на улицу, он видит, что Ширли подслушивает их разговор. Она уходит, говоря, что справедливость восторжествует несмотря ни на что, и соглашается помочь ему. На школьной площадке Джуф тренируется с мечом, когда к нему подходит Софиджи и спрашивает о Немо. Он говорит ей, что не уверен, что Немо с Физисом, но что он хороший человек. Внезапно она берет его за щеки и пристально смотрит ему в лицо, удивляя его. Она говорит, что он добрый и уже собирается поцеловать его, но он останавливает ее, говоря, что его работа защищать ее. Тем временем Немо сидит в своей камере, разглядывая свои руки и вспоминая, что произошло на самом деле, а Фурия ищет место, где он родился. Она приезжает в его родной город, идет к нему домой и находит его фотографию с семьей. Затем она идет в Фоллен-Холл и представляет, как все было бы, если бы не нападение физика. Она пытается спеть, поэтому идет посмотреть, что там на скалах. Она находит кристалл и вспоминает, что на фотографии Немо был в галстуке с этим кристаллом. В этот момент на место происшествия приходит Рита и нападает на нее, но Фурии удается увернуться. Рита думает, что она здесь только для того, чтобы поймать ее, но когда Фурия пытается объяснить, Рита не слушает и бросается на нее. Фурия подпрыгивает в воздух и превращается в свою супергеройскую форму. Они одновременно нападают друг на друга, и их силы сталкиваются. Рита преследует ее, атакует и уворачивается от ее ударов. Они продолжают сражаться и нападают друг на друга изо всех сил. Вскоре Фурия одолевает ее, отталкивает и применяет свою самую мощную атаку – удар молнии. Молния поражает Риту, и она падает на землю без сознания. Фурия требует, чтобы она сдалась, но Рита отказывается, говоря, что знает, как плохо 7 ночных относятся к таким людям, как она. Она с трудом поднимается и говорит, что лучше умрет здесь, чем будет опозорена. Феррит удивляется, что в ней еще столько сил. Рита, полная решимости, собирает еще больше энергии и создает из пламени Феникса. Ее герой появляется перед ней и называет ее жалкой, но все равно предлагает помощь. И она, решив не умирать так рано, призывает свое главное оружие. Ее герой Рен подбадривает ее и говорит, что она должна сражаться как настоящий воин. Она создает огненный вихрь и бросается на Фурию, которая пытается ее остановить. В Академии Немо приводят на слушание, и Гаррет спрашивает, хочет ли он что-нибудь сказать. Он извиняется и говорит, что ничего не знает. Гаррет требует, чтобы суд вынес приговор, потому что Немо больше ничего не говорит, и его нужно казнить, чтобы проклятие не распространилось. София и Джу соглашаются, что у них нет другого выбора, и директор школы уже собирался вынести ему смертный приговор. Когда на место происшествия прибывают Гилдан и Ширли и просят прекратить разбирательство. Они подходят к директору, и Ширли показывает ему правительственный указ и говорит, что казнить Немо еще рано, так как у них нет доказательств. Гилдан призывает их не нарушать законы империи и тщательно расследовать это дело. Однако София говорит, что уже слишком поздно спорить о том, что Немо должен быть
казнен. Она берет на себя всю ответственность и приказывает остальным окружить их. Джу и Гаррет кажутся немного не в себе, и вместе с несколькими другими людьми они их ловят. К счастью, Ферия появляется вовремя и останавливает атаку Гаррета. Он спрашивает, поддерживает ли она Немо, и она отвечает, что нашла правду и собирается ее раскрыть. Она поворачивается к Немо и показывает кристалл, спрашивая, узнает ли он его. Он удивленно смотрит на нее, и она говорит ему, что это принадлежало настоящему Немо, которого он убил, чтобы попасть в эту академию. Он признает, что это правда, и что он забрал его тело и воспоминания. Он опускается перед ней на колени и просит ее убить его в наказание. Но она отказывается и настаивает на том, что будет защищать его, как обещала. Она сражается с Гарретом и Джу, чтобы спасти Немо от казни. Гилдан и Ширли тоже присоединяются к ней, и прибывает дирижабль Фурии. Джу бросается в атаку, чтобы помешать им сбежать, но Рита посылает в него ударную волну. Фурия протягивает руку, прося Немо пойти с ней. Он соглашается и поднимается на борт дирижабля, чтобы сбежать. Ширли и Гилдан смотрят, как они улетают, радуясь, что они будут в безопасности. На дирижабле Рита рассказывает Немо, что София обладает физисом. Фурия соглашается, говоря, что Рита все ей рассказала, когда они были в доме Немо. Рита говорит им, что София, возможно, манипулировала Эймосом и воспользовалась тем, что Немо поступил в эту академию, чтобы заставить его использовать силу гения. Он не может поверить, что она использовала его, чтобы он неосознанно сломал печать в старой библиотеке и выпустил проклятие. Рита говорит ему, что его последняя уловка против Эймоса стала спусковым крючком для снятия печати проклятия. Пока они разговаривают, в дирижабль ударяет молния, и Немо чуть не падает, но Фурия быстро его ловит. Они выходят на балкон и видят, как в небо поднимается огромный фиолетовый энергетический луч. Тем временем Гаррет с другими студентами осматривает огромный вихрь магической энергии, исходящий из академии. Они получают красный сигнал тревоги, предупреждающий об опасности. Один из парней сообщает, что через 60 часов защитное магическое поле вокруг академии разрушится и наступит конец света. Ширли спрашивает Гаррета, куда он направляется, но он уходит, говоря, что больше ничего не может сделать и что он найдет способ покончить с Немо. Некоторые студенты пытаются удержать печать от разрушения из-за вихря, а Гилдан, Ширли и Джу встречаются, чтобы обсудить ситуацию. Ширли говорит, что хочет узнать правду и верит в своих друзей. Джу, однако, говорит, что сила Джины может уничтожить мир, и злится, говоря, что они должны найти Немо и покончить с ним. Тем временем Гаррет идет в библиотеку к Софии, требуя больше сил, чтобы уничтожить Немо. Немо сидит у костра, чтобы согреться, а Фурия подходит к нему и предлагает чашку кофе. Он спрашивает, что они теперь будут делать, и винит себя в том, что причинил столько проблем. Он говорит, что хочет защитить ее, и она предлагает сделать то же самое для него. Затем она признается ему и называет цену за то, что узнала правду, и говорит, что была готова к этому. Она говорит, что сначала хотела защитить его из чувства долга, но теперь у нее есть другие причины, и ей нравится быть с ним. Он спрашивает ее о долге, и она отвечает, что с детства ее учили защищать этот мир и нести ответственность. Она искренне следовала своему долгу и никогда не думала ни о чем другом. Но все изменилось, когда она встретила его. Он говорит, что тоже чувствует то же самое и обнимает ее. Они решают поддерживать друг друга, и она протягивает ему руку, говоря, что им нужно вернуться в академию и помешать планам Софии. В библиотеке София начинает воплощать свои злые планы и превращает Гаррета в монстра, называя его хорошим мальчиком, потому что он слушается маму. Тем временем Эллен вместе со своей подругой-героиней Ванессой создают мощную печать. Эллен вспоминает, как встретила Фурию, и пытается радоваться, зная, что будет дальше. Магический вихрь продолжает расти, и Фурия, Немо и Рита спрыгивают с дирижабля, чтобы добраться до Академии. Они превращаются в героев и бегут к Академии. Они сталкиваются лицом к лицу с Ширли, Гилданом и Джу, которые требуют, чтобы они отдали Немо. Джу собирается напасть на него, но Рита вмешивается и бросает свое оружие, чтобы остановить атаку. Он решает напасть на нее, но она не сдается и блокирует его атаку. Она просит Немо поторопиться, потому что у них мало времени, и он соглашается, берет Ферию и убегает. Ширли и Гилдан пытаются догнать их, но Рита блокирует их атаки. Она в одиночку сражается со всеми тремя и говорит, что ими манипулируют. Ширли спрашивает, кого она имеет в виду, и Рита отвечает, что это София, чем удивляет всех. Джу отказывается верить в это, но Ширли и Гилдан соглашаются ее выслушать. Она злится и говорит им, что он поклялся Софии защищать Академию, и в этот момент чувствует, как что-то сжимается в груди и падает на землю. Его руки начинают покрываться кристаллами, распространяясь по всему телу, и он кричит от боли, зовя Софию. Он становится одержимым и бросается на них. Гилдан просит Ширли и Риту помочь Немо и готовится сражаться с Джувом. Они соглашаются и уходят, а Джув нападает на него. Тем временем Немо и Ферия заходят в библиотеку и видят книгу, создающую магический вихрь. Перед ними появляется Инамия и говорит, что это книга времени, печать, оставленная гением.
Она говорит, что это место рядом с ледником, и призывает гения поговорить о том, что здесь произошло. Гений выходит и говорит, что печать была ослаблена силой разрушения. Ферия спрашивает, не является ли то, что находится под землей, его проклятием, и Юномия отвечает, что это была ложь, чтобы никто не приближался к печати. Она говорит, что печать была несовершенной, и те, кто узнал правду, погибли как Клэр. Затем она рассказывает о том, что произошло в ее время. После битвы с Физисом она умоляла гения взять ее с собой, чтобы защитить Академию, но он сказал, что она должна жить и петь для него. Она согласилась и начала петь со слезами на глазах, а гений ушел. Он одной рукой сражался с оставшимися физисами, пока она продолжала петь. В конце концов он использовал свою ручную пушку, чтобы полностью уничтожить Физиса, и его масло стало печатью, сдерживающей вихрь разрушения. Ферия, присутствовавшая там, спрашивает гения, откуда София знает об этом, и Немо отвечает, что в тот момент там был кто-то еще, кроме гения и Эвномии. В этот момент появляется София и подтверждает, что она тоже была там. Ферия спрашивает, как это возможно, ведь это произошло сотни лет назад. Но София говорит, что она была там, чтобы очистить мир с помощью вихря разрушения. Она говорит, что это она нашла способ уничтожить мир. Немо просит ее замолчать и остановить ее злые планы. Он бросается на нее, но она призывает свое оружие и отбрасывает его на землю. Она говорит, что гений убил ее в тот день. Часть ее силы вырвалась и вошла в тело молодой девушки, позволив ей жить дальше. На протяжении многих лет она вселялась в тела разных людей и продолжала жить. Ферия спрашивает, почему она пыталась убить Немо, и София отвечает, что он единственный, кто может сломать печать книги времени, и единственный, кто может ее закрыть. Ферия и Немо понимают, что она слишком опасна, и решают сразиться с ней. Она нападает на Софию, которая легко блокирует ее атаку, а затем призывает Гаррита, который, находясь под контролем, нападает на Немо и отрубает ему руку героя. Она ловит Ферию в ловушку, а Джу продолжает атаковать его. Он падает на землю, истекая кровью. Книга времени начинает разрушаться, высвобождая невероятное количество энергии. Ферия подбегает к нему, благодарит Гаррита за хорошую работу, а затем убивает его, говоря, что он был бесполезен и глуп. Ферия обнимает Немо и плачет, умоляя его проснуться, а София радуется, что теперь никто не сможет использовать силу гения и что печать полностью сломана. Но вдруг под ней появляется новая печать, и она поднимает голову, чтобы увидеть, что Эллен уже здесь. Немо мечтает о встрече с настоящим Немо и спрашивает, как он все еще здесь, ведь он его убил. Он винит себя во всем, но настоящий Немо говорит ему, что не нужно расстраиваться, и что он проснется живым. Немо начинает плакать, говоря, что он даже не человек и не заслуживает быть рядом с Фьюри. Настоящий Немо говорит ему слушать ее голос и поскорее проснуться. Тем временем Эллен использует остатки силы серебряного твердого стекла, чтобы исцелить его, и он резко вскакивает и клянется защищать Фьюри и остальных с помощью гения. Он превращается в свою героическую форму, но Эллен падает на землю от усталости, и Фьюри подбегает, чтобы помочь ей. Она говорит Фьюри, что смерть Немо станет началом разрушения мира. Поэтому она вернула время немного назад, до его почти смертельного ранения в храме, и извинилась перед Ферией за то, что не сказала правду. Ферия с беспокойством смотрит на нее, но она улыбается и говорит, что теперь видит гораздо лучшее будущее, чем раньше. Ферия благодарит ее за жертву и подходит к Немо, чтобы остановить Софию, которая подходит к книге и поглощает ее своими чудовищными руками, а затем начинает смеяться, как писка. Она начинает превращаться, становясь все уродливее и больше похожей на монстра. Она говорит им, что они были глупыми, и что их смерть не имеет значения, потому что она уже поглотила вихрь и не позволит им запечатать его снова. Она бьет кулаком по зданию, и оно начинает рушиться. Гилдан пытается разбудить тебя и рассказывает Джу о злых планах Софии. Джу чувствует себя виноватым, что она его обманула. Они слышат громкий шум и, подняв глаза, видят, как уродливая София разрушает Академию. Ее тело начинает меняться, и она становится еще отвратительнее. Из ее живота появляется маленькая София, и все замирают от ужаса. Из ее живота появляются фиолетовые руки вихря и начинают хватать людей, включая директора школы. Они вылетают из ее тела и продолжают разрушать все вокруг. Джу и Гилдан бегут на место происшествия, чтобы помочь. Гилдан беспокоится о нем и спрашивает, может ли он бежать в таком состоянии. Но Джу говорит, что у них нет выбора. Физис нападает на студентов и пожирает их, пока они в панике бегут. Ферия появляется на месте происшествия и начинает сражаться с Физисом, спасая студентов. Она приказывает студентам следовать инструкциям классного руководителя и готовиться к битве. Гигант нападает на всех, и Немо пытается увернуться от ее атак и бежит по террасам. Он прячется за зданием и не знает, что делать. Перед ним появляется гений и говорит, чтобы он успокоился. Он говорит, что София слилась с вихрем разрушения. И если он выстрелит в нее из своей пушки с близкого расстояния, то сможет разрушить печать. В этот момент Сакиджи снова атакует, и ему удается увернуться.
Рита встает между ними и блокирует атаки. Она спрашивает, что происходит и может ли он что-нибудь сделать, чтобы остановить его. Он рассказывает о плане гения, и она соглашается помочь ему, чем сможет. Джувен Гилдан появляется на месте событий и рубит Физиса. Немо рад, что они объединились, и уверен, что они наконец-то смогут победить этого монстра. Тем временем Ширли находится рядом с Эллен и спрашивает, не собирается ли она умереть таким образом. Эллен признает, что это правда, и просит ее не говорить об этом Фурии. Ширли знает, что Эллен, применив магию времени, столкнулась с последствиями и просит ее не бросать ее. Затем она снимает перчатку и, укусив себя за палец, дает Эллен свою кровь и просит ее выпить, чтобы она не умерла и могла жить с ней как вампир. Эллен принимает ее кровь и говорит, что возможно все не так уж плохо. Ширли соглашается и говорит, что Немо тоже так говорил. Немо и Фурия приближаются к монстру, но он создает барьер из тьмы и разрушения. Она говорит, что раз он единственный, кто скрывает вихрь, то он должен войти в барьер, пока она использует всю свою силу, чтобы создать проход. Она колеблется, но он говорит, что они должны это сделать, иначе всех поглотит тьма. Она концентрирует всю свою силу и пытается создать проход, даже если проклятие начинает распространяться по ее телу. Но внезапно появляется Гаррет и говорит, что ей не нужно этого делать, и пробивает барьер, создавая проход. Его тело начинает покрываться проклятием, и он говорит Мимо, что это его способ извиниться и отомстить за смерть Клэр. Затем он делает все возможное и прорезает барьер, а его тело продолжает заражаться и приближается к смерти. Немо благодарит его и вместе с Фарией заходит в барьер. Они забираются на тело монстра и разговаривают с Софией. Фария говорит ей остановиться, иначе весь мир будет обречен. Она поворачивается и говорит, что просто пытается остановить всех, чтобы никто не пострадал. Затем она говорит им, что была счастлива, когда он пришел в академию, и что она очень любила гения. Она продолжает говорить, что если один человек причиняет боль другому, то все должны быть наказаны за свои грехи. И это раскрывает ее план заставить пушку Немо выйти из-под контроля и стать одержимой. Появляются гении Юномия и говорят, что теперь они могут все исправить и остановить Софию. Герои из 7 рыцарей сражаются изо всех сил, чтобы спасти всех и положиться на других в борьбе с Физисом. Ширли, Рита, Эллен, Джу, Гилдан – все они сражаются, чтобы остановить эту бойню и спасти всех. София злится, что все отвергают ее, и начинает атаковать Фарию и Мимо. Они уворачиваются от ее атак и бросаются на нее. Он пытается ударить ее своими лезвиями, но она прикрывается. Он отпрыгивает от нее, когда из ее тела появляются щупальца, пытающиеся схватить его. Он отсекает их одно за другим и приземляется рядом с Ферией. София прикрывается и исчезает внутри монстра. Внезапно из плоти монстра появляются большие блоки и атакуют их. Немо продолжает бежать, уворачиваясь от атаки, а затем подпрыгивает в воздух. Он видит, как появляется лицо Софии, и говорит Ферии, чтобы она пошла за ней. Она бьет монстра по лицу, разбивая его на куски, и Немо приземляется рядом с ней. Но монстр регенерирует, и из него появляются новые щупальца. София выходит из одного из них. Они бегут, уворачиваясь от ее атак, но она посылает в их сторону все больше щупалец. Они рубят все, что могут, пока бегут, и наносят еще одну мощную атаку, и Ферия чуть не падает с тела монстра, но Немо ловит ее и прыгает в небо. Держа Ферию одной рукой, он стреляет из своей ручной пушки мощной атакой. Ферия тоже использует свою силу, и вместе они наносят одну из самых мощных атак. София пытается противостоять им своей атакой, и две силы сталкиваются, создавая невероятную силу света. Все с восхищением смотрят на эту сцену, подбадривая Немо и Ферию. Им удается одолеть атаки Софии и уничтожить ее чудовищное тело. Немо приземляется на землю, его геройская форма исчезла, и он тяжело дышит. София все еще жива и насмехается над его силой. Он велит ей заткнуться и смотрит на Ферию, которая тоже потеряла свою геройскую форму и в изнеможении падает на землю. София смеется над ними и показывает, что вихрь все еще внутри нее. Они в шоке смотрят на нее, когда она снова выпускает его и говорит, что их конец близок. Немо говорит ей, что у него еще остались силы, и он сделает все, чтобы остановить ее. Он начинает превращаться и, увидев Фурию, извиняется за свой вид и говорит, что он не человек. Он говорит ей, что тоже не смог стать настоящим монстром. Он говорит, что ее дружба была для него самой ценной, и она помогла ему примириться с самим собой. Она подбегает к нему и нежно обнимает. Он благодарит ее и уходит, чтобы сразиться с Софией. Он бежит к ней и нападает. Она делает то же самое, и они начинают сражаться друг с другом. Рита, наблюдая за боем, удивляется, что Немо, будучи монстром, все еще может объединиться со своим героем и сражаться, и что он продолжает сражаться с Софией. Она говорит ему, что он должен заплатить за свои грехи, за убийство настоящего Мио и кражу его воспоминаний. Он говорит ей, что Немо хотел, чтобы он продолжал жить, и вспоминает, как Немо помог ему, хотя он был монстром. Они продолжают сражаться, и ему удается схватить ее. Появляется гений и говорит, что на этот раз он уничтожит ее. София спрашивает, собирается ли он снова использовать свою силу печати, и тогда он потеряет все свои силы и станет обычным человеком. Он игнорирует ее и говорит Немо делать, что он хочет. Появляется яркий свет, когда они используют силу печати, и все возвращается в норму. К
Книга времени падает на землю, а Немо лежит рядом с ней. Через несколько дней все возвращается на круги своя, и Рита поступает в академию как новая ученица. Эллен и Ширли вместе, им нравится проводить время друг с другом. Чжу клянется стать еще сильнее и находит себе тайную поклонницу. Позже он встречается с остальными членами семерки рыцарей и извиняется.